Что ж, привет! Добро пожаловать обратно в челлендже Sims 4 и добро пожаловать обратно в нашу семейку. Как видите, она вот там вот стоит. Мы закончили ремонт, точнее, я закончила ремонт. Сейчас я вам все расскажу, покажу, если вы не видели первую часть видео, в котором я все показала, и расскажу, что мы будем сегодня делать. Но, кстати, я после того, как засняла постройку, еще 2,5 дня еще пожила, и внесла небольшие изменения, потому что, ну, не всегда ты можешь предугадать все, иногда бывают конфузы. Вот. В общем, мне так нравится, на самом деле, вот этот их вид. То есть, видите, я, кстати, здесь, в эту сторону, делаю вот эти большие окна. В общем, мне кажется, им классно наблюдать за вот этим вот видом. Ах, классно. Потрясающий новый город. Я буду много об этом говорить, потому что он классный. Так, наш, во-первых, домик подрос на 3-й этаж, а еще тут, в общем, появилась новая перестроечка. Она вот такая вот гигантская, на самом деле, больше, чем предыдущие дома. Она как-то получилась прям гигантская. Ну ничего, нормально. Мне не очень нравится, как это все выглядит, но на самом деле, когда у нас подрастет еще на 3-й этаж этот и этот домик, то будет более гармонично, потому что сейчас они немножко странненько смотрятся, потом это будет немного получше, потому что вот у этого дома будет крыша такая, знаете, вот такая вот, то есть типа мансарды что-то будет, немножко, в общем, все будет иначе. А там дальше посмотрим. Нам еще до этого телепаться и телепаться. Я, все таки спрятала наш огородик за счет того, что я переместила все поближе. Как видите, здесь прям впритык стало. Раньше он немного туда дальше был. Но зато вот я спрятала все наши огородо-садовые все, в общем, принадлежности, потому что все таки они не очень гармонично смотрелись. Тем более у нас, изначально же это ветклиника. Зачем, посетителям ветклиники видеть, что у нас там какие-то куры, гути, огороды и все прочее? Зачем это все? Оно все там аккуратненько спряталось в заднем дворике вместе с пассирушечками, которые у нас теперь остались, вполне себе, декоративными, с качельками. Ну, в общем, это их задний двор. То есть они вот как бы себя должны тут комфортно чувствовать, потому что они все отвернуты от, общего мира, ну, так плюс-минус спрятаны. Еще деревце тут поставила, в общем, чтобы оно было так как-то немножечко изолировано. Так вот, сейчас я быстренько пробегусь по этажам, и мы, начнем, нашу деятельность. А у нас там много чего, как обычно. Вот такие вот странные штуки я понастроила, потому что мне не хватило денег на, двери. Вот почему все это так странно происходит. Но я немножечко себе разметила. То есть, у нас теперь ветклиника вот так вот выглядит. То есть, здесь, получается, первый наш домик светлый, такой бежевенький, да, бежевенький с зелеными окнами. У нас типа, не знаю, как это сказать, входная дверь. В смысле, тут, располагаются, регистрируются, и, тут впоследствии будут диванчики, здесь будут, скорее всего, вот вдоль этой стеночки стоять 1 или 2
холодильника со снеками, которые тоже будут продаваться. Я, кстати, уже наделала эти снеки, надо заработать денег, короче. Он просто очень дорого стоит, этот холодильник, даже старый. Ну ладно. Так вот, дальше у нас идет такой общий кабинет, где вот видите по разные стороны. Мне кажется, достаточно удобно будет разойтись двум докторам, то что все-таки сначала у нас, конечно, один тымин работает, но потом, я думаю, мы разгонимся и опять возьмем еще одного врача, потому что все-таки без второго врача очень сложно. Так вот, вот такой вот общий кабинетец, я думаю, вполне себе прилично выглядящий. И здесь у нас уже хирургическая камера, и вот эта штука, как бы это то, чем меньше пользуются. Плюс здесь, скорее всего, будет туалетик. У нас там спрячется больше для тымина и врача, потому что посетители вроде не просятся в туалет, но я думаю, что на первом этаже все-таки должен быть какой-то минимальный туалет. Например, если кто-то вот тут на первом этаже занимается садово-огородными делами, ему захочется, чтобы не бежать на второй этаж. А мы побежим на второй этаж. На втором этаже, вот моя гордость. Я сделала отдельную комнату для нашей Сэмми, которая заслужила это. Она молодец, она умница, она проделала большую работу. В принципе, за счет ее букетиков я накопила более-менее сумму. Ну, то есть, хотя они на самом деле с Сэмом, ой, Сэмом, с Тымином, Сэмми с Тымином, плюс-минус 50 на 50, как бы. Ну, Сэмми немножко больше заработала, 60 на 40. Деньги, за счет которых мы сделали весь этот ремонт. В общем, короче, она заслужила отдельную комнату со всеми ее растениями. И, кстати, я наконец-то попала в это место, которое вот вон, где оно? Вот то волшебное место, которое не работает. И вы знаете, как я попала? Я поехала в бар. Я поехала в бар, и тогда оно открылось. Что это за несправедливость такая? Но зато я там смогла купить все цветы. Я, кстати, хочу еще купить пару букетиков, которые свадебные, потому что они так классно смотрятся, если их просто ставить куда-нибудь, потому что они в таких прозрачных баночках, и эти букеты потрясающе красивые. Но, кстати, их на вот этом... А что это такое происходит? Вы видите? А что это такое? Что у меня с текстурой происходит? Это очень странно. Ладно, я отвлеклась. В общем, на флористическом столе я так и не поняла. Вроде как нельзя делать эти букеты. Ну, короче, надо парочку купить для декора. Но когда мы немножечко... ну, будет у нас особенных денежек. Пока что не получится. В общем, вот отдельная комната для Сэмми, где она может заниматься своими растениями. И здесь, получается, все растения, кроме одного, которое стоит сумасшедших денег, пока мы его себе не можем позволить. Все остальные мы вполне себе смогли позволить. И все, что могла запихнуть в вертикальные сады, я запихнула, все остальное не идет. То есть не все можно туда, но все, что смогла, все туда, короче, вы поняли. И оставила одну кадочку для того, чтобы вот то супер дорогое растение посадить, но это потом как-нибудь. Не сейчас, потому что, например, сейчас у нас сломался холодильник. Так вот, у нас второй этаж, получается, остается так. У нас Тымин и Сами до сих пор здесь спят, и малышка, одна из малышек, потому что вторая малышка у нас сегодня вырастет. Это вот как раз наши планы на сегодня. И впоследствии здесь так и останется кухонная зона. Здесь... А что это у меня такое? Летающая тарелка. Отлично. Извините, она меня немножко отвлекла. В общем, здесь будет такая гостиная зона, как раз... А где ванная? Точно, я на втором этаже. Ее оставила... Вот. И все спальни будут перенесены на третий этаж. Кстати, вот с этой лестницы я там не все показала, потому что, видите, я ее все-таки закрутила так, как мне хотелось. Вот, мне кажется, это идеальная постановка лестницы для нашего дома. Так, и у нас теперь есть третий этаж, но он пока опасный. Видите, здесь вообще ничего не ограждено. Здесь пока что наши девочки будут спать. Наши девочки-припевочки. Вот наша одна из девочек творит и вытворяет. Давайте повесим. Повесила? Повесила. В общем, здесь наши девочки, это будет Сол и Пайпер. Здесь у нас спать. А впоследствии они, кстати, скорее всего, переселятся вот в эту комнату, в эту часть, где будет здесь комната большая, чтобы они вдвоем все-таки жили в большой комнате. Может, как-то мы ее, конечно, расстелим, ну, не знаю, посмотрим. У них здесь отдельная ванная, а сюда поселятся родители. А здесь в маленькой комнате будет одна жить Лили, потому что она у нас самая последняя, ей достанется одна комната, но зато самая маленькая. А девочкам самая большая, но на двоих. Я думаю, они не обидятся. В общем, как-то так. Это все у нас будет. Мы сейчас будем праздновать день рождения нашей малышечки, нашей Соул, нашей девочки. Сейчас посмотрим, как она вырастет. Единственное, что я с утра готовила.
тортик, и мне кажется, я его не приготовила. В общем, что-то как-то не сложилось с ним. Мне кажется, я его не приготовила. При том, что я специально ездила в вот тот Хэтфорд ну, короче, вы поняли, в деревню за продуктами, чтобы это все приготовить. Но мне кажется, я все-таки не приготовила. Сейчас я это выясню. И будем устраивать день рождения нашей малышки. А наша Лили, скорее всего, недельки через 2, а то и через 3 только вырастет. Наверное, через 2. Вырастет она у нас появилась не с таким большим перерывом, потому что между Пайпер и Соул у нас небольшая разница, совсем небольшая, а вот с Лили у нас побольше все-таки разница. В общем, давайте со всем этим разбираться. Ну что ж, мне, оказывается, повезло. Я нашла вот этот чудный клубничный тортик в багаже нашей Сэмми. Еще этот искрящийся холодильник меня немножко напрягает. Надо срочно заработать денег, чтобы его заменить, потому что его нужно нанимать, чтобы чтобы кто-то отремонтировал. Короче, это все какая-то долгая история. Где наши малышки, мне интересно. Так, подождите, другие варианты. Нет. Вот, помочь задуть свечи. Сейчас мы узнаем, в кого... А вот они, наши девочки, они еще только идут. Они такие проворные. О, у нас, оказывается, Лили самая проворная. Она быстрее всех добралась. А она кушать хочет точно. Голод заставляет быстрее как-то передвигаться в этом мире, видимо. Сейчас мы увидим, как наша девочка изменится, какой она станет. Потому что в прошлый раз ее как бы превращение было такое неожиданное, я бы сказала, немножко, потому что мне показалось, что она превратилась в молодого человека. Я даже начала сомневаться в своей адекватности, что я правильно прочитала, когда она у нас родилась. Ну что ж, поздравляем нашу девочку! Ура, ура! Они все хлюпают в воде. Сейчас она отойдет. И... Ура! Легкомысленная наша девочка. Давайте случайные черты характера. Она у нас спортивная, активная точнее. Ох, не люблю я эту черту, ну что поделать. Давайте жизненную силу. Тогда у нас моторика. Чтобы как-то куда-то девать ее энергию. Она у нас все-таки такая немножечко пацанка. Смотрите, какая девочка у нас. С короткой стрижкой. Мне, кстати, нравится стрижка. Я, наверное, ее даже не буду менять. В этом что-то есть. Чаровашка наша. В общем, на сегодня тогда вот мы сделали. Мы вырастили нашу одну из малышек. А что ты хочешь с ней сделать? Просто поболтать. Окей. И нам нужно срочно заработать денег на то, чтобы этот холодильник заменить, потому что он так искрит, мне так это напрягает и пугает. В общем, давайте сейчас заниматься этим. Потом впоследствии что я сделаю? Я поменяю немножечко нашу девочку. Так, смотрите, у нас уже 2,5. Что-то я давно сюда не заходила, оказывается. У нас есть капитал. Давайте открываться, потому что у него есть куча всяких снеков. Нам пока их некуда положить. А еще что это такое? Испорченное жиркой с тыквой. Ну, что за привычка таскать с собой тарелки? Вот что это такое? Что это такое? Непонятное. Еще, кстати, вот я тут видела. Точно, точно. Когда-нибудь я займусь этим усовершенствованием. Потому что им на учебу не надо, им завтра. Правильно, правильно. Так, домашняя работа на завтра сделана, все окей. Давайте тогда открываться. Пусть он пока посидит в компьютере. Все равно пока товарищи наши расчухлятся. Так, текущее открыто. Прекрасно. Сэмми, девочка моя, ты у нас в отличном состоянии. Я за тебя рада. Иди тогда чуть-чуть поухаживай за садом. Он у нас тут немного такой... О, у нас уже готово. Собери, пожалуйста. Так, подождите. Нет. Ты у нас, по-моему, умеешь ухаживать за садом. Вот, ты умеешь ухаживать за садом. А ты собери тогда собери весь урожай, вообще весь. Ты можешь вот соберите весь урожай. Вот весь урожай ты можешь? Мы ничего продавать не будем, нам надо еще покормить наших. Я все время забываю, что у нас же тут еще, блин, эти товарищи курицы. И нам надо за ними следить. А, слушайте, у нас же есть барышня, которая может все это делать. Она у нас уже выросла. Почисть курятник, пожалуйста, собери яйца. И ты можешь их покормить, слушайте, я забыла.
Тогда тебя отменяем. Все, короче. Запускаемся. Все идут заниматься делами. Кроме Тамина, который почему-то продолжает сидеть. А мы следим. Но тут еще не скоро придут, на самом деле. Потом Сэмми, конечно, все доделает. Тем более, что она все равно собирает цветы. Такие красивые, кстати, цветы. У нас что-то не все выросли. Ну, они же, да, наверное, по этим. Да, осень, весна. А что у нас вообще, кстати? У нас осень, да? О, удобрения, отлично. У нас осень, да. Наконец-то мы начали находить удобрения. Тут что-то их давно не было. Слушайте, я все время забываю, что нам же нужно садить что-то взамен. Ну, в смысле того, что когда собирают урожай, надо что-то взамен. Так, а ты, Мин, ты где? А ты чё? Ты где? Ты чё? У нас уже есть первый посетитель. А ты где, товарищ? Я его потеряла. Я потеряла Тымина. Где он? А чё он там застрял вообще? Давай быстренько ухаживай за садом, пожалуйста. Или там больше ничего нету? Видите, как я всегда это все высаживаю в рядочек? В рядочек. Любители рядочков. Чтобы все чутенько было. Что такое, милая моя? Тебе не нравится? А что тебе не нравится? Что происходит? Так, у нас уже первый посетитель. Да, тут как-то все не очень, я согласна. Протри, пожалуйста, пол и почисть, пожалуйста. Все в твоих руках, вообще все в твоих руках. Так, а ты пообщайся с собачкой, пожалуйста. Раз у нас все разошлись, то кричать не надо, пожалуйста. Ой, нет, прогонять тоже не надо, не надо, не надо. Я хочу, чтобы ты пообщался с ним. Дружелюбные же. Подражать, погладить. Больше ничего нету. Ладно, ладно. Так, у нас собирает. Ага, надо будет тогда еще посадить. Ты бросай, наверное. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас она, наверное, пойдет цветочки собирать свои. Вот соберет цветочки, и тогда мы будем делать. Опс. Так, все бросай, иди. Куда ты играть в пианино? Какое пианино? Ты чего? Приветствуй, пожалуйста, клиента и давай работай. Так, теперь главное не пропустите момент в том плане, что... Так, успокой, пожалуйста. У нас есть уколы, у нас... Потому что я все время отвлекаюсь на других членов семьи. И Тымин у нас немножко... Слушайте, у нас второй, третий. Блин, пора, похоже, нанимать уже следующего. Ну, в смысле, еще одного. Кого там? Врача. Так. А все, ты сделала все, да? Отлично у нас. Чистые, яйца собранные. О, молодец, покормила всех. Вы же довольны? Очень низкий, высокий уровень голода. Так я же вас покормила, чё вы? Ну, я думаю, они сейчас покушают, нормально будет. Так, угу. И сделай тогда домашечку, пожалуйста, чтобы у нас... Так, это в холодильничек. Это мамочке отдай, пожалуйста. Это сделай. Так, мы сами не будем сильно заставлять много чего делать. Она сделает только одну композицию, для того, чтобы не тратить вообще все ее время. То есть это ее хобби, на самом деле, которое просто немножко приносит денег. И мы будем просто надеяться, что... Слушайте, у нас прям все есть цветы. Смотрите, 0,000,000. Обалдеть. Обалдеть. Вот какое-то супер радостное венчание. Розы, тюльпаны, львиный зев, георгина. Ну, давай. И, может быть, мы сейчас разбогатеем, а может быть и нет. Это такая лотерея, потому что я, когда тут собирала деньги на все про все, то я, ну, ее же заставляла там достаточно много делать этих букетиков. И тут такая лотерея, то 300 симулянов, то 150, то 1500, то 1000, то 300. Ну, то есть, на самом деле, на 1000 букет у меня приходилось несколько за 300, например. Тоже хорошо, конечно, но как-то... Ну что у нас? Пока диагноз неизвестен. Что-то как-то медленно вы, товарищ, работаете, медленно. У нас вон уже целых 2 посетителя рядом стоит. О, диагноз известен. Ну, в смысле, диагноз неизвестен, но диагноз известен. Я не знаю, что это такое, кстати. Если бы я знала, что это такое, но я не знаю, что это такое. Когда, ну, диагноз неизвестен, но мы можем вылечить питомца по итогу. Ой, наушники ему надо включить. Наушники, наушники, наушники. Я, конечно, еще очень сильно хочу этот... как его? Нам еще кто-то звонит. Кто-то... Что? Кто умер? Кто умер? Подождите, 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 подождите.
Бу-бу-бу-бу-бу. Кто? Кто? Очень грустный. Потеря бабушки или дедушки? Подождите, кто умер? Кто вообще посмел умереть? Сейчас посмотрим древо. Так, о! Серьезно? У него папа умер? Ой-ой-ой-ой. Так, а у нее только брат, получается. О, это прям печально. Как-то неожиданно, если честно. Так, ладно. Мы, конечно, грустим, но нам нельзя грустить. Подождите. Нам нужно отправить сюда. Ух, что-то их много, что-то они все нервничают. Ага, она сейчас вытрет хорошо. Так, он доволен. Прекрасно. Короче, нам нужно второго уже врача заводить, потому что это... Ох, тяжело. Становится тяжело, пока все это происходит. Так. Наша девчуля. У нее, кстати, теплая одежка. Смотрите, какая тоже яркая, прикольная. Так, все грустные, все расстроенные, все, вся. Но что поделать? Такая судьба, судьбинушка. Давай съешь последнюю порцию. И пообщайся, пожалуйста, со своей сестрой. Узнать, как прошел день. Пообщайтесь, пожалуйста. А это что? Это наша клиника? Это наша клиника? Да, да, да. Да. Класс. Класс. Так, давай принимай следующего пациента. Так, нет, на малышку тебе сейчас, ну прости, пожалуйста, но тебе сейчас все равно. Тебе нужно быстренько пациента брать к себе, потому что они уже как бы недовольны всем сложившимся ситуациям, которые у нас сложились. Зачем я так сделала? Которые у нас сложились. Давай уже быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Так. Вот у нас помощница выросла. Одна из. У нас скоро вырастет еще и третья помощница. Ну что, делаем ставки. Какой по цене выйдет букет? Какой? 1500 или 300 симулионов? Или вообще какую-то сейчас астрономическую сумму нам выдаст, и мы сделаем... Ой, какой красивый, слушайте, вы посмотрите на это. Это так красиво. Класс вообще. Класс. Ну что, барабанная дробь и безупречный шедевр. 1300. Вполне себе, я считаю, прям вообще. Так, и иди тогда с малышкой разговаривай, поиграйся, пожалуйста, с ней, потому что она у нас вообще. Все будет хорошо. Поиграйся, пожалуйста, с ней. Она как-то загрустила совсем. Так. Дружелюбные, веселые, наверное, давайте. Воспитание, ход за малышом. Мыть, купать в ванной. Ну, короче, дальше разберутся. Так. Это все тут моет полы. А Дымин, кстати, у нас только взял кота, уже сразу поставил ему диагноз, между прочим. Он прям вообще крутяк. Крутяшечка. У нас, правда, тут очередь, блин. Короче, все, нанимаем персонал, потому что это уже все как бы не очень хорошо. Он хоть и быстро работает, но не настолько. Прям он не метеор. Слушайте, ну холодильник мы сможем себе позволить, и если повезет, мы еще сможем и для снеков. Пока мы, конечно, 200 миллионов всего заработали, это не так уж много. Так, малышка, ты еще здесь? Да, ты еще здесь, тебе еще долго. Где-то здесь, да? Нет? Нет? Что я сегодня теряю своих персонажей? А, вот тут. Ну там еще, пожалуйста, тоже этот. Да, пожалуйста, лечи пациента. Ты не можешь ее обнять как-то? Да, вот, обними свою девочку. Что-то она совсем загрустила. Ты так мало... Ну, из-за того, что они очень много работают и пытаются обеспечить своим детям какое-то более-менее комфортное существование, они немножко меньше уделяют им времени, чем надо. Это, к сожалению, общая тенденция. Вот. Так, что у нас тут? Красный нос. У нас есть еще один укол. Сейчас быстренько все выясним. Шутки и забавы. Нет, нам вообще сейчас не до фестивалей, честно. Признаться, честно. Так, и... Ой, их все больше и больше. Такое ощущение, что они заполняют по все пространство. А, он ушел все. Сказал, что у меня уже 3 ожидающих. Так, укольчик мы сделали.
У нее там музычка играет. У нее Kisanoy. там своя атмосфера. Так, а что-то мои девчули все разошлись. Куда все разошлись? Я не поняла, не поняла. О, мы вылечили. Ну, в смысле того, что мы поставили диагноз, мы молодцы. Я же говорил, что он прям вообще такой мега-супер-гипер. А куда ты ушла вообще? Она ушла работать. Я забыла, что она еще и работает. Девчуля моя. Это все полы моет. Бесконечный процесс мытья полов. А ты что, спать легла? А что ты спать легла? Ты расстроилась, легла спать? Не-не-не. Давай-ка прими ванну. Давай-ка, может, с пеной. Пенную ванну. Давай пенную. И порисуй, пожалуйста. Сделай осенние поделки, потом порисуй чудовище, животное. Потом сделай домашку. Ты вообще-то у нас хорошо учишься, и тебе нужно делать домашку. Так, а ты что? Грустный, грустный, грустный человечек маленький. Угу. Все правильно, иди кушай. У нас тут еще нормальненько. Я совсем забыла про работу с Эмми. Итак, я вернулась для того, чтобы показать, что у нас есть холодильник для лакомств. Тут пока пустенько, потому что там всего 3 каких-то, в общем, снека лежит. Но мы уже начали свой путь. Мы наняли, кстати, сотрудника. Я уже закрыла клинику. Вот, у нас теперь вот такой вот Малькольм Ландграб. Он, кстати, по-моему, из такой семейки, которая давнишняя. Но стоит эта штука просто сумасшедших денег. Я их оторвала вот от сердца еле-еле. Он стоит 2400. Вы представляете, вот этот холодильник? Потому что я хотела старенький, типа за 1000, но он настолько страшный был, что я не смогла себе этого позволить. Но в основном опять Сэмми, блин, заработала. Потому что, как видите, 438 миллионов мы всего заработали. А Сэмми сначала хороший букетик сложила, а потом ей еще на работе, на ее вот этой водолазной, короче, дали ей премию. Сейчас где-то здесь есть сообщение. Так. Вот, прибавка к зарплате 1200, вы понимаете? Опять она все тянет. Ну, вот такая женщина она у нас. И она тут, видите, тоже пришла ему помочь, потому что тут уже люди совсем психовали, что, короче, надо им срочно отпускать нас. Вот были последних 2 посетителя. Вот. И тут вместо дырки теперь у нас есть другая дырка, оформленная дырка в стене. Это на всё, на что мне хватило денег. И новый холодильник, потому что тот, видите, он подтекал, и, в общем, какой-то кошмар. А учитывая то, что у нас проблемы с холодильником на этом участке, ну, там какая-то моя проблема, что у меня ничего не держится, короче, в холодильнике, я решила его, ну, типа, самый дешевый, который меньше всего ломается, и он симпатичный. Вот. Теперь бы вот это все, конечно, переделать, потому что как-то все это выглядит. Но это все будет не скоро и не в этой серии уже. Потому что в этой серии мы уже сделали все, что нам нужно. Мы подросли, ну, в общем, вы поняли. Вырастили нашу девочку, которая вот уже ходит в туалет. Простите, извините. Вот так вот она, кстати, выглядит. Я ей штанишки оставила, которые у нее были автоматические, они мне понравились. Подождите, сейчас я вам покажу. Вот такая вот у нас девчуля, она у нас в штанишках с короткой, ну, такой, короткой стрижкой, немножко просто более такая свободная корешечку ей сделала. Вот, эти штаны такие классные, прикольные. Вот, ковтюлечка, в общем, она у нас такая вот активная, она у нас, скорее всего, что-нибудь каким-нибудь спортом будет заниматься, что-нибудь такое. Посмотрим. Не знаю. Так вот, я хочу с вами попрощаться, потому что мы подрастили, как я сказала, девочку. Мы немножко усовершенствовали нашу клинику. Она, конечно, выглядит пока еще не очень. Но медленно и уверенно мы продвигаемся. Тем более, что Сэмми, конечно, у нас, блин, молодец. Что я могу сказать? Хорошая жена, которая все время работает, зарабатывает деньги. Ну ничего. Мы уже вот трешечку вот это заработали. Кстати, у нас тут бонусы. Надо бы бонусов, да. Вот снижение стресса у питомцев было бы вообще. м, Хорошее управление. Низкая стоимость обучения. Вот это тоже хорошо было бы. Дополнительный ветеринар, вдохновляющая речь. Вот нам нужно снижение, ну, 5 тысяч. Ну, не скоро. В общем, они уже все устали, я тоже, так что все, никак не могу с вами распрощаться. Я не знаю, что будет в следующей серии, посмотрим. Я пока ничего не загадываю, скорее всего, будем все продолжать.
Кстати, напоследок скажу, что у нас, я смотрю на Тымины и не понимаю. Эм, у нас осталось вот мы уже все. Вот, в следующей серии мы как раз, в пятницу я к вам подключусь, и мы будем праздновать их, окончание. Представляете, они закончили университет. Они просто какие-то монстры, представляете? Они умудрились закончить университет, обустроить одну квартиру, переехать, построить целый дом, открыть вторую ветеринарную клинику, обставить его. Короче, они какие-то вообще мега крутые молодцы. И я надеюсь, я тоже. Все, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.